Дочь миллионера не говорила с рождения, пока один случайный человек не изменил все. Чарльз Уитмор строил небоскребы в Чикаго, но ни одна сумма денег не могла заставить его 6-летнюю дочь Эмму произнести слово. Она не была глухой или немой, врачи подтверждали, что ее голосовые связки в порядке. Любые попытки терапевтов были безрезультатны. Маргарет, мать Эммы, была постоянно усталой и тревожной. Семья летала в лучшие клиники, но эксперты лишь разводили руками. Эмма может говорить, она просто не хочет. Дом Уитморов был полон тишины, которая давила сильнее с каждым днем. Эмма смеялась и улыбалась, но не произносила ни слова. Однажды утром Эмма тихо вышла из ворот особняка и остановилась перед рабочим на улице. Мужчина в оранжевом комбинезоне с грязными руками и рюкзаком был для Чарльза незаметным, но Эмма смотрела на него с удивлением и интересом. Рабочий тихо улыбнулся и показал на мешок с мусором, словно открывая маленькую тайну. Эмма слушала, не произнося ни слова, но глаза ее сияли. Каждое утро Эмма ждала рабочего, наблюдала за его движениями, смеялась на его шутки и иногда оставляла возле ворот маленькие подарки, рисунки, цветы, игрушки. Он принимал их с уважением, словно это были сокровища. Постепенно он стал частью ее мира, и впервые за годы родители заметили, что их дочь оживает рядом с кем-то. Через несколько недель, в один теплый день, Эмма передала рабочему рисунок. На нем 2 фигурки и солнце. Когда он спросил ее о солнце, девочка впервые тихо произнесла слово «счастье». Мир остановился. Слова не хлынули, но впервые ее голос наполнил дом смыслом. С этого дня жизнь Эммы и семьи изменилась. Она начала говорить постепенно, маленькими словами, но каждое из них было чудом. Чарльз понял, что счастье невозможно купить за деньги. Эмма не была сломана, она просто ждала того, кто увидит ее настоящую. Рабочий ушел, оставив после себя простую истину: слушать важнее любых слов. А Эмма, танцуя на траве, напомнила родителям, что счастье иногда громче любой тишины. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.